Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Как-то ни странно, несмотря на глобальное обновление до версии 3.4.0, обновление контента, добавление чего-то нового, Мастер-лигу игроки так и не дождались. И несмотря на то, что прошло несколько лет, про Мастер-лигу так или иначе возникают слухи, ее непоявление в каждом новом обновлении для некоторых становится тем еще откровением. Но есть подозрение, что Konami вроде как уже намекает на Мастер-лигу, причем далеко не самыми очевидными способами, о которых сегодня и предлагаю поговорить. Если вам необходимо срочно пополнить свой баланс в Steam или же прикупить новую игру на свой аккаунт, но вы не знаете, где это можно сделать, у меня есть для вас решение. Купи-код. Это не просто сервис, а целая игровая экосистема, которая делает упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывает турниры и предлагает систему лояльности. У них самая низкая комиссия на рынке, и помимо пополнения, также на их сайте вы можете найти игры, которые недоступны для нас в Steam. Раздел «Недоступны в РФ». Здесь собраны все игры, которые пользователи не могут найти в магазине Steam, но благодаря купи-коду их можно приобрести на свой российский аккаунт, и не нужно в лишний раз париться с созданием новых профилей и прочими трудностями. Пополнение аккаунта Steam на их сайте происходит в несколько действий, просто, дешево и безопасно. Все, что вам необходимо сделать, так это ввести логин, указать мой промокод и нажать «Оплатить». Купи-код не запрашивает данные от аккаунта, только логин, а поэтому все безопасно. А если вы используете именно мой промокод, комиссия на пополнение снижается на 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. Также через купи-код можно пополнять казахстанские аккаунты Steam, а также другие регионы – Турция, Аргентина и так далее по крайне выгодным ценам. Для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на пополнение и покупку. Ссылка в описании. Если вы помните, то еще год назад, после небольших обновлений, даже глобальных обновлений, в игре так или иначе, но стали появляться файлы, которые относились к Мастер-лиге. Это и разного рода текстуры, это разного рода текстовые документы, которые относились к диалоговым окнам из этого режима. Это и всякого рода модельки, которые вроде как тоже относились к Мастер-лиге. И за прошедший год с каждым новым обновлением такого контента стало все меньше и меньше, пока он не исчез вообще. А поэтому, даже исходя из таких вот находок, предположение уже выстраивать не получается. Но в принципе оно и не удивительно, если принимать во внимание тот факт, что работа над режимом вроде как уже давным-давно была завершена, и Konami просто остается его релизнуть. Ну так если подобных находок в файлах игры нет, то тогда о чем мы можем говорить? А о том, что в последнем трейлере 5-го сезона Konami делают жирную отсылку на свое прошлое, непосредственно на серию игр PES. Игроки, которые познакомились с серией благодаря мобильной версии или более поздним частям PES, скорее всего не поняли, кого Konami нам продемонстрировали в одном из кадров. Но более внимательные игроки, более олдовые игроки могли заметить, что это легендарный Castola, фейковый игрок из ранних частей Pro Evolution Soccer. Небольшая справка: Castola является одним из участников фейковой команды PES United, которая раньше была доступна в играх серии PES. Ее суть заключалась в том, что это фейковая команда, которая состояла из таких же фейковых игроков, которые так или иначе были основаны на реальных футболистов. Скорее всего, сейчас я не смогу найти это интервью разработчиков, но кто-то рассказывал, что именно Castola, он вроде как бразилец, его типаж футболиста был основан на игре Кака, Рональдиньо и Роналдо, то есть он вобрал в себе трех этих бразильских футболистов. И в целом из той фейковой команды он был одним из самых играбельных и в целом топовых футболистов. И для большинства олдовых пользователей этот игрок и его фейковая команда в большинстве своем связано именно что с Мастер-лигой из ранних частей PES. PES 6, PES 8, 9, 10 и вплоть до 13 части, когда они там появлялись в последний раз, если я не ошибаюсь. Скажем так, для новоиспеченной серии eFootball Castola это не новичок, поскольку он появился в eFootball после зимнего обновления, когда в игре появились пенальти и круг почета. Именно за него мы исполняем ежедневные пенальти, за которые по итогу и получаем награды. Но это была лишь мелочь, поскольку после последнего обновления, до версии 3.4.0, в игре появились те самые фейковые команды из ранних частей PES, а именно PES United и V United. И это буквально частичка нашей старой любимой серии PES, которая в свою очередь была связана непосредственно с Мастер-лигой, и внезапно она появляется в eFootball.
Однако, несмотря на появление этих двух легендарных, скажем так, фейковых команд, их составы не такие же, как были в серии PES. Но тот самый состав с Иваровым на воротах, с Кастола, Минданда и прочими легендарными фейковыми футболистами появились в третьей новоиспеченной команде под названием EFB United, что скорее всего отсылает нас к названию eFootball United, потому что первая команда называется PES United, Pro Evolution Soccer United, а вторая V United, то есть Winning Eleven United. И скорее всего в названии третьей команды скрыто название непосредственно eFootball. И вот уже здесь мы наблюдаем плюс-минус знакомые фейковые фамилии. И некоторые игроки, в том числе и я, начинают предполагать, что появление этих фейковых команд отсылка к прошлому. Это ведь непосредственно то, что раньше было в PES. Все это может отсылаться к потенциальной мастер-лиге и, скажем так, фейковым командам для нее, которые мы впоследствии можем как-либо видоизменять и редактировать, чтобы играть уже с реальными командами в мастер-лигу. Хочется выразить отдельную благодарность мейкеру Durandil PES, который эту находку и обнаружил, и обнародовал ее. И, к слову, о нем он придерживается немножко иного мнения на этот счет. Он считает, что эти фейковые команды, старые добрые фейковые футболисты, были добавлены для каких-нибудь там ивентов, небольших режимов, вот наподобие того же круга почета, а не столько для анонса или в целом подогревания интереса к мастер-лиге. Но, с другой стороны, опять же, все мотивы Konami нам остаются неизвестными, поэтому рассуждать наверняка не приходится. Поэтому лишь вкидываем варианты и будем надеяться на лучшее. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Обязательно дайте мне знать в комментариях под этим роликом. Также в лишний раз напоминаю, чтобы вы не забывали поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. У меня же на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. До скорых встреч!